Сегодня необычный выпуск. Он будет посвящен самым свежим новостям, передовым достижениям и революционным открытиям современной медицинской науки. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня в выпуске. Свиньи как доноры сердца. Новая вакцина от полиомиелита. Зубная паста, работающая ночью. И многое другое. С 17 апреля по 1 мая 2016 года 150 стран планируют полностью перейти на новый тип вакцины против полиомиелита. По мнению экспертов, распространение вируса может быть остановлено уже в этом году, а к концу десятилетия болезнь может быть полностью побеждена. Полиомиелит второго типа уже не диагностировался в мире с 1999 года. Поэтому вместо старых препаратов, которые защищали от полиомиелита первого, второго и третьего типов, будет использоваться новая инактивированная вакцина, содержащая убитые вирусы полиомиелита первого и третьего типов. Успех, в свою очередь, означает, что полиомиелит станет второй полностью уничтоженной инфекционной болезнью. Первой, напомним, стала оспа, а последний случай заражения которой произошел в 1980 году. Австралийские ученые сравнили вред от регулярного употребления сахара с кокаином. В ходе нового исследования австралийские ученые Квинслендского технологического университета выяснили, что регулярное потребление сахара можно сравнить с влиянием на организм человека некоторых видов наркотических веществ, пишет Нью-Йорк Пост. В частности, авторы научного исследования пришли к выводу, что сахар, кроме ожирения, повышенного аппетита, отсутствия мотивации, депрессии и потери контроля, оказывает влияние на мозг и может привести к изменению поведения человека, во многом схожим с злоупотреблением наркотиками. В настоящее время проходит клинические исследования экспериментальная российская тест-система для выявления вируса Зика. Клинические испытания тест-системы будут завершены в ближайшие несколько недель, приводит ТАСС слова главы Россздравнадзора Михаила Мурашко. По словам руководителя Росздравнадзора, как только будут завершены клинические испытания, система будет зарегистрирована. Напомним, что совсем недавно Центры по контролю и профилактике заболеваний США признали, что вирус Зика способен вызвать микроцефалию и другие нарушения развития плода. Испанские ученые провозгласили «здоровое питание – здоровая сперма». Проведя ряд исследований, они пришли к выводу, что сбалансированная диета не только предотвращает развитие диабета и гипертонии, но и улучшает репродуктивные способности сильного пола. Уже давно установлена связь между развитием мужского бесплодия и употреблением определенных продуктов питания. Преобладание в рационе мясомолочных продуктов снижает качество мужского семени. Специалисты установили, что для выработки здоровой спермы необходимо потреблять меньше белков и жиров, больше пищевых волокон, углеводов, витамина С, ликопина и фолата. Ученые из Института демографических исследований Макса Планка делают неожиданный вывод. Дети старородящих матерей могут быть более здоровыми, выше и более образованными, чем дети молодых матерей, пишет NDTV. Известно, социальные условия и медицина улучшаются, и это происходит постепенно. С точки зрения статистики, чем больше женщина будет откладывать материнство, тем лучше будут условия для жизни, в которых она родит. И это позитивно скажется на ребенке. Так, согласно исследованию, дети женщин, родивших в 40 лет и позднее, не только отличались большим ростом, но более высокими оценками в школе. А еще они чаще поступали в университет. Если роды происходили в 40 лет, то ребенок проводил в образовательной системе больше, чем на год дольше, по сравнению с ребенком, рожденным у 20-летней женщины. Группа специалистов из Лондонского университета во главе с Робертом Хиллом разработала зубную пасту, которая способна реминерализовать зубную эмаль, предотвратить развитие кариеса и справиться с чувствительностью зубов за время ночного сна. Создатели зубной пасты BioMinf утверждают, что она действительно работает. В состав новой пасты, которая может появиться в продаже уже в конце года, входят ионы кальция, фтора и фосфата, которые, выделяясь постепенно в течение 8-12 часов после чистки, образуют фторапатит, укрепляющий зубную эмаль и защищающий ее от разрушения.
Создатели пасты утверждают, что такая паста окажется более эффективной, чем большинство традиционных средств, содержащих растворимые фториды. Польза таких паст сохраняется лишь в течение 2 часов после чистки зубов. Разработчики считают, что те же компоненты смогут войти в состав профессиональных стоматологических средств, которые используются для отбеливания или полировки зубов. В ближайшее время планируется создать зубную пасту без фтора, которая будет обладать сходными свойствами. Американские ученые заявили о том, что в самом ближайшем будущем свиное сердце заменит донорское. Людям начнут трансплантировать свиные сердца. Данные об этом ученые Университета здоровья штата Мэриленд опубликовали в своем исследовании. Эксперимент по пересадке свиного сердца уже увенчался успехом. В качестве подопытных были использованы бабуины. Ученые пересадили бабуину свиное сердце и наблюдали за состоянием обезьяны в течение 2,5 лет. В настоящий момент это своего рода рекорд в трансплантации межвидовых органов. Ученые с уверенностью считают, что в скором времени эта методика найдет свое место в донорской трансплантации сердца человеку. Для того, чтобы свиное сердце прижилось в груди бабуина, ученые несколько изменили генетические особенности данного органа. Группа ученых из Иркутского государственного университета совместно с коллегами из Германии обнаружила новые природные антибиотики, которым под силу победить рак. Результаты данной исследовательской работы опубликованы на страницах популярного научного издания. В рамках исследования ученым удалось открыть совершенно новые, ранее неизвестные бактерии, способные вырабатывать антибиотики. Данные микроорганизмы были обнаружены в сибирской пещере Большая Орешная, расположенной в 130 километрах от Красноярска. Как отмечают специалисты, фактической средой обитания этих бактерий является закрытая экосистема, не испытывающая влияния внешней среды. А российским и немецким ученым удалось выделить из пещерного озера сразу 10 штаммов грамположительных микроорганизмов и состав, получивший название «лунное молоко». Этот состав похож на желеобразную массу белого цвета, скапливающуюся на стенках и полу этих пещер в виде пленок, потеков либо налета. Исследователи выбрали один штамм, который может вырабатывать более 120 соединений. 100 из них неизвестны современной науке. Как отмечают специалисты, бактерии выпускают вещества, которые могут справиться с кишечной палочкой, возбудителями молочницы и раковыми клетками. Изучение возможностей природных антибиотиков продолжаются. А на сегодня это все. Еще больше новостей и всего самого интересного, полезного и даже загадочного, связанного со здоровьем, можно узнать из нашей группы ВКонтакте, ссылка на которую будет под описанием к видео. Не болейте, подписывайтесь на канал, заходите в сообщество ВКонтакте, ставьте лайки. Здоровья вам!